Ахтунг. Ахтунг. Дарнурбай Абгетцунгем. Народ любит это место. То, чтобы жопа не прилипала. Сидит. Как же в них вкусно пахло. Готы – это просто услада для глаз. Нажал, у него пульсирует. Молодец, увидела. А нас, кажется, ждали. Здорово, путешественники. Во времена, когда небо было голубее, а зелень зеленее, в одну умную голову пришла идея. Зачем пилить 1,5 километра от пансионата до моря пехом, если можно сделать трамвай? В те молочные времена с кисельными берегами такое могло прокатить, и оно прокатило. Дело в том, что идея зародилась в пансионате «Береговой», который был под патронажем Юго-Западной железной дороги Украинской ССР. Ну, сказано, сделано. Рельсы нашли, шпалы нашли, контактную сеть протянули. А вот колею выбрали необычную. Всего 1000 миллиметров. Дело в том, что мы сейчас с вами находимся в поселке Молочное, который расположен вплотную к городу Евпатория, в котором функционирует трамвайная система именно такой колеи. Как раз оттуда и решено было взять вагоны, которые здесь и работали. Это были вагоны ГОТА. Согласитесь, удобно, когда под боком есть огромное транспортное предприятие, где без проблем отремонтируют ваши трамвайные вагоны. И не надо заморачиваться с ремонтной базой. Все уже готовое и находится практически в шаговой доступности. Тут 10 километров рукой подать. Трамвайная линия не балует нас путевым развитием. На ней всего 2 остановочных пункта – пансионат и море. Между ними, ближе к остановке пансионат, где мы находимся, один стрелочный перевод, который дает ответвление в сторону депо. Все, никаких больше остановок нет. Трамваи курсировали в челночном режиме и возили пассажиров с 18 августа 1989 года. Длина линии, как я уже говорил, порядка 1,5 километров. И что самое интересное, линия даже прямая, как стрела, за исключением одной кривой в сторону моря. Она все-таки идет параллельно вот этой вот автомобильной дороге. Линия пользовалась популярностью. Проезд для отдыхающих в пансионате был бесплатный. Для прочих же пассажиров устанавливалась какая-то символическая плата, которую, справедливости ради, толком никто и не взимал. Однако в августе 2014 года с запозданием в 3 месяца движение хоть и было открыто, но это была уже лебединая песня этой системы. Больше трамваи на линию не выходили. С тех пор линия ветшает, как вы видите, сильно зарастает. И я предлагаю вам прогуляться в депо, посмотреть, что происходит там, и немножко пройтись по линии, посмотреть состояние пути. К сожалению, надежд на возрождение этой трамвайной системы нет. Она никому не нужна. Ездят либо на велосипедах, либо на своих машинах, либо на маршрутках. Итак, платформа «Пансионат». Необычайно широкая платформа для столь малого пассажиропотока, отдыхающих. Однако плиты в 2 ряда. Вон там, за кустами, виднеются рельсы. Собственно, это начальная точка всей системы. Дальше рельс уже не видно. Кончается. И здесь же первая опора контактной сети. Конечно, с контактной сейчас дестрой, но что-то осталось, по крайней мере, для представления, как оно было. Несмотря на то, что сами вагоны очень маленькие, и даже двухвагонный поезд тоже небольшой длины, сама платформа имеет поистине широкий размах. Здесь рельсы видны уже лучше. Классическая железнодорожная колея, только рельсы чуть уже. И, кстати, видно, что использовали ширококолейные шпалы, потому что торчат они в бок очень много, их даже не подрезали. А так, стандартные рельсы, стандартные подкладки, все как и обычно. Сохранились даже вот эти шунты. Для чего нужны эти шунты? Ну, грубо говоря, контактная сеть – это плюс, а рельсы – это минус для тяговой подстанции. И чтобы этот минус приходил на подстанцию, необходимо надежное электрическое соединение, которое не получится создать через накладки, через соединение рельс. А вот такие шунты как раз его и обеспечивают. Поэтому на всех электрифицированных железных дорогах всегда можно найти такие шунты. А на неэлектрифицированных путях через такие шунты идут токи АЛСН. Собственно, линия с самого начала показывает нам свою сущность. Она заросла, она одичала,
Кое-как пешочком еще можно пройтись. Да, придется какие-то царапины получить, но нам с вами идти недалеко. В самую даль мы поедем на машине, только в интересные моменты будем выходить. А сейчас нам открывается печальный вид на контактную сеть. Точнее, на то, что от нее осталось. Несмотря на то, что здесь такие дебри, через них пройти гораздо проще, чем рубиться с дороги, потому что здесь рядышком расположена стрелка. Наверное, единственная стрелка на всей дороге, которая нас в депо проведет. Но мы пойдем обходным маршрутом, чтобы лишний раз себя не травмировать. Да, и вот рельсовый путь не заставляет себя долго ждать. Сразу видно, что дорога курортная, ракушечки по всей длине магистрали. Ручка аж отполирована. Но, судя по обилию стеклотары, в том числе битой, народ любит это место. Итак, если с основной линией в принципе все понятно, то давайте посмотрим на ответвление и депо. Что осталось там? Кажется, здесь вторая стрелка. И кажется, я нашел путь, как туда пройти. Ребята, нас, кажется, ждали. Вы посмотрите. С солидолом. Смазка советская. Даже здесь ее заботливо нанесли. Какая прелесть. Отдельная забава, что там, где моя нога, эта смазка уже стерлась. То есть не такая уж эффективная метода. Ладненько, пробуем. Борьба умов. Так, ну вроде преодолели. Итак, куда мы с вами попали? Здесь какая-то стрелка или остряк. Непонятно. Столько стрекоз. Хорошо, хоть не ос. Куда мы с вами попали? Ух ты! Смотрите. Лейтер, переделанный на узкую колею. Комично, конечно, смотрится. У него колесо сместили ближе к центру. Ой, устойчивость, наверное. Но тоже площадку сместили. Класс. А там чопы. Задача проскользнуть. Лишь бы не было песов. Ну, пойдем. Прикольно. Опечатано. Так, здесь заложили. Здесь тоже. Так, попробуем разобрать. Надежно заложили. А там вагоны еще стоят. К сожалению, под воротами все заделали капитально, и пробраться у нас не получится. Интересно, ушки, замок, опечатано. При этом здесь под крестовую отвертку. Давайте сгоняем за крестовой отверткой и попробуем, а? Вот, ребят, какие опасности бывают. Сунулся, а тут осы. Хреново дело. А вот, братцы, кто меня ужалил. У них здесь, оказывается, улей, и вон 3 полосатых мессершмитта уже готовы вылететь на перехват. А у них там что-то это... А у них там улей. Там целая жизнь кипит. Тогда понятно, что они защищали. Итак, к майке фаната железных дорог добавилось немного неуязвимости.
Непонятно, на кого я похож, то ли на монтера, то ли на чувака, который косит под вояку. Короче, пойдем пробовать еще разок. Да, братцы, вот эти чуваки охраняют трамваи намного мощнее, намного качественнее, чем охранник, который где-то там. Он аж жало у него пульсирует. Благо, чуваки адекватные, видят, что к ним не лезут, поэтому просто на страже. Ладно. Вперед. Все, тихо. Пошли. Нет, братцы. Там, видимо, сзади гаечка, которая проскакивает. Он крутится, но не выкручивается. Поэтому, извините, могу только фотографии предоставить. Как это все выглядело где-то пару лет назад. Эх, как же в них вкусно пахло. А так, судя по конструкции доповского здания, когда-то была еще одна стрелка, которая вела вот в эти ворота. Ну, судя по конструкции этих ворот, судя по тому, что когда-то туда, скорее всего, заходил контактный провод. И судя по тому, что здесь еще сохранились шпалы и немного насыпи. Закрыто. Только форточка манит. Ну, хотя бы попробуем это подвигать. О, колеса заклинили. Прикольно. Можно было по катушке устраивать. 1-1. ЧОПом мы не попались, но и к трамваям не проникли. Справедливости ради, из опыта предыдущего посещения этой локации могу сказать, что трамваи комплектные. На них подать высокое, они поедут. Находятся в прекраснейшем состоянии. И, наверное, к лучшему, что нам не получилось проникнуть. Не смогли мы, не смогут и другие. Те, кто бросает мусор мимо, бьет стекла на заброшках, стремится раздестроить любую красоту, в том числе такие вагоны. Давайте посмотрим, что осталось с линией и какова ее конечная точка. Опа-на! В месте, где кусты закрывают со всех сторон, рельсы уже потырили. Этого не было 2 года назад. Это уже более современные деяния. Ветка не только умерла, но и уже полностью уходит в историю. Срезали автогеном и выдергивали. Вот это очень жаль. Вот это потеря. Хотя, вполне логичный финал. Давайте смотреть правде в глаза. Глядя на вот это, реально хорошо, что у нас не получилось добраться до трамваев, и значит не смогут другие. Целее будут. Все-таки есть подозрение, что их история не окончена, и у них будут еще впереди яркие моменты в жизни. А такой линия была еще совсем недавно. Слегка зарастающая, таинственная, манящая. Хотя, по сути, просто рельсы, растения и отсутствие контактного провода. Но как красиво стоят столбы, какая перспектива. А сейчас мы на единственной кривой этой линии. Какие живописные места! И всего один поворот. А там уже виднеется море. Короткая и очень некогда живописная ветка. Повезло людям, кто успел по ней прокатиться. Думаю, там все и так прекрасно видно. Поехали на конечную.
собственно, конечная. Просто тупик у Черного моря. Как же здесь было эстетично и красиво. Какая честь, что удалось посетить эту ветку, эту линию. Место поистине уникальное. Аналогов такому я даже назвать не могу. Курортный трамвай. Чисто для подвоза людей. Благодать. Вот сохранились такие маленькие башмачки, не башмачки, больше похожи на просто тупиковый упор. И песчаная призма. На этом линия оканчивается. Чуть не обманул. Вот где на самом деле заканчивается путь. Это всего лишь мишура. Настоящий конец вот здесь. Вот теперь мы точно прошли всю линию. Но после всех этих заключений дорога только одна – окунуться в Черном море. Но на этом наша история не заканчивается. Все-таки есть бочка меда в ложке дегтя. Поэтому подписывайтесь на канал и не переключайтесь. Вот, братцы, история была бы не полной без того, что теперь ездит вместо почившего трамвая. Вот такие вот автобусики, пазики переняли эстафету. Теперь уже это их территория. Пообщались с водителем, дал ему наклейку, будет подписчиком. И увидите это. Приятного просмотра. Ну а мы, ребята, двигаемся с вами дальше. Мая 1914 года была открыта первая линия той самой бочки меда. Главным зачинщиком строительства этой бочки меда считается Семен Эзерович Дуван. Это городской глава города Евпатория в начале 20 века. А еще, вообще-то, туз своего времени. Как вы поняли, дальше у нас речь пойдет про евпаторийский трамвай. Так, ребят, что-то интересное. Сейчас прям типа волны что-то было такое. Ух! Я сижу в этой кафешке, стекла дребезнули. Кажется, не учение. Так, девчонка говорит, что не учение. На складах. Если там... Склады ГСМ пожар тонны. Либо пожар, либо дождались ответочки. Ладно, хрен с ним, пойдем пить кофе. Так вот, общая длина линий, задействованных в пассажирской работе, чуть менее 16 километров. Общая длина вот всех путей, если их в одну линию развернуть, будет порядка 20 километров. В прошлом году, в 2021, полностью обновили парк пассажирских вагонов. Теперь на линии работают уральские вагоны модели 71411. Их 20 штук, и их модернизация двухкабинная 71411-03. Их 7 штук. Работают они, кстати, на очень интересном маршруте от города до курорта. Это летний маршрут, и там челночное движение. Соответственно, нет никаких петель разворотных, ну и, в принципе, путевого развития. Просто линия трамвая. Также на линии курсирует один из вагонов ГОТА. Он обслуживает экскурсионный маршрут, объединяющий в себе маршрут номер 1 и номер 2. Всего 4 маршрута. Я здесь второй раз, и в прошлый раз удалось застать Татры КТ-4СУ. Правда, они уже были на запасных путях, и сейчас эти вагоны, к сожалению, порезаны. Однако смена подвижного состава не делает саму линию и сами маршруты менее живописными. Поэтому я вам предлагаю устроить небольшую экскурсию, посмотреть хотя бы из-за забора одним глазком на депо и прокатиться на маршруте номер 1, который является самым основным и, наверное, самым интересным. Вообще, линия однопутная, и на остановках разъезды. Удивительно, насколько точно построено движение, что ситуация, когда один вагон ждет встречного, практически отсутствует. Есть двухпутный участок, но это в самой дальней части маршрута единички. Это самая новая ветка. Как раз там уже не исторический центр, там уже советская застройка. И линия, в принципе, типовая для советских спальных кварталов. Депо всего одно на всю трамвайную систему. И депо, и трамвайная система носят имя Ивана Александровича Пятицкого, который работал на трамвае аж с 1969 года. Был руководителем трамвайного предприятия с 80-х до 2004-го.
А ушел он от нас в 2006 году. В том же году трамвайная система получила его имя. Так, несмотря на то, что тут какие-то слышны, как сейчас, как там новояз, хлопки, да-да-да. Не взрывы, а хлопки, запомнили. Короче, попытаемся посмотреть, что здесь. А здесь у нас куча нового подвижного состава. Единственное, только вышки, газоны остались старые. А так, красота. Жалко, что не застали мы с вами вагоны ГОТА. Очень жаль. Очень атмосферные были. До сих пор их на магнитах печатают. Зато сейчас для пассажиров намного более удобные вагоны с кондиционерами. А, ребята, вот я в дырку. 2 ГОТы есть. Один вагон экскурсионный, а и второй тоже. Видимо, их оба сохранили. А там еще вдали, вот по самому центру, ребят, видите, трамвай желания КТ-4Д. Тот самый чешский трамвай. В свои последние дни на путях чешская техника увидела вот здесь. Когда мы приезжали, стояли отставленные от работы вагоны. Вид был, конечно, удручающий. Конечно, сложно что-то рассказывать, глядя через дырку в заборе, но, по крайней мере, я вижу 41-й «Москвич» в хорошем состоянии. Схема путей депо, у них, оказывается, есть разворотный треугольник. Но ГОТы – это просто услада для глаз. Красивейшие вагоны в идеальном состоянии. Очень жаль, что они сейчас оба в депо, и у нас ну никак не получится на них прокатиться. Гештальт остается открытым. Ну и современные вагоны, Уралвагонзавода. Интересно, конечно, было бы узнать, какие о них отзывы у вагоновожатых. Все-таки техника новая, наверное, она удобнее и комфортнее в эксплуатации. Значит, обходными тропами кое-как, ну считайте, что официально мы проникли в депо, и нам подсказывают, что вот этот вагончик сейчас находится на реставрации. Стекла блестят, кузов восстановлен. Видно, что после малярки покраски, половое покрытие уже такой линолеум а-ля пазик. И те самые деревянные сиденья. Тот самый вайп линейного вагона. Потолок еще не доделали, поэтому здесь он как эксплуатировался, так и остался. Плафоны. Ребят, очень уютные вагоны. Все-таки чувствуется, что старая школа, но при этом новый терминал для оплаты. Очень кайфово. Здесь пульт управления. Тоже уже немножко переделан от оригинала. Контроллер мощный. И тоже терминал для отслеживания оплаты. Это значит чех. А вон там немец. Он, я так понял, на экскурсиях у вас? На вот экскурсионном? Экскурсионный, потому что, чтобы жопа не прилипала к сиденью. Ну, сами понимаете, деревянные. Понятно, да. На жаре-то. Ага. Так, самое главное подтверждение, сейчас покажу даже. Ахтунг. Ахтунг. Дар Нурбай Абгецунген. Так. Штромабен Абенмеллер Битрепен. Прошу прощения за мой немецкий. Ну, вот этот вагон, да, можете пройти посмотреть. Это тоже под реставрацию. Пока спасибо. Снаружи, но потом внутри будет тоже все. Да, но здесь прям чувствуется все другое. Обшивки другие у кабин, благороднее. Как сказали, да, чтобы жопа не прилипала. Здесь все-таки полумягкие диваны. На жаре будет тяжеловато. Поручень, братцы, поручень – это дерево. Здесь, правда, уже есть какая-то грязюка. Но неудивительно, вагон долгое время без эксплуатации. Кожух, закрывающий привод двери. Вот так вот это все выглядит. Мотор и цепной привод. Редуктор, да, и цепной привод. Тоже блокировочки, все это есть. И кабина водителя. Вот так вот это все выглядит. Настоящий немецкий вагон. Ахтунг, что? Да-да-да, Бремза. Там что-то про тормоза написано. Очень интересно. Наши ремонтные могу только параллельно показать вагоны. Сейчас тоже их восстанавливаем. Ага. Это уже спецвагоны. Ага. Спецвагоны, да. Сварочные, обслуживание контактной сети. Да, все верно. Все Класс, класс, класс.
шикарно. Можно быстренько пробежаться? Да, конечно. Огромное спасибо. Пойдемте. Сварочно, смотрите, тут двухмашинный агрегат. Видимо, один этот электродвигатель берет напряжение с контактной сети и вращает генератор, который выдает уже требуемые для сварки характеристики напряжения, тока, рубильники олдовые. Все как положено. Вот с другой стороны. Да, все правильно. Сварочный генератор, электродвигатель, мощнейший кардан с тавотницами. Все это можно обслуживать. И, естественно, все это на единой раме. И да, напряжение 600 вольт. Берет непосредственно с контактной сети. Двухмашинный агрегат. Счастливый номер 007. Чех, Лова. Тоже под реставрацию. Тоже деревянные сидушки. Все в лучших традициях. Очень уютные вагоны, братцы. Очень уютные вагоны. Да, ребят, хочу обратить ваше внимание, что у этого вагона, да, он для энергетов, для контактников. Тут вышка на изолированных опорах. Вон, видите, беленькие, это изоляторы. У него еще полупантограф. Вот это вот интересная особенность. На обычных линейных вагонах такого мы не увидим. Это прям уникальное явление. Такое депо, такое предприятие, да, галопом по Европам, но как есть. Спасибо, скажем, руководству предприятия за то, что мы здесь вообще как-то оказались, что нас провели, нам показали. Особенно Ловы и Готы. За это просто низкий поклон. Спасибо, что сохраняют. Все-таки это один из символов города Евпатория. И очень здорово, что они продолжают жить. Класс. Так, ребят, нам повезло увидеть один из 7 вагонов на летнем коротком маршруте. Это 411.03, двухкабинный. У него интересное расположение дверей. Только первое по ходу движения и среднее. Подобная система была у одного опытного вагона Татра. И вот мы можем пройти и посмотреть. Кстати, как классно подсвечиваются двери. И вот тут кабина вагоновожатого. Пульт, спецключ какой интересный. Контроллер, реально, ребята, новый век. Камеры видеонаблюдения, наверняка все записывается, вентилятор, климатика. Да, эти вагоны определенно намного более комфортны, чем почившие Готы и Татры. Хотя по классике трамвайного жанра, токоприемник на веревке. Документация, автоматы. Класс, очень интересно. Вот тут шляпа. А так выглядит салон. Вагоны эти интересны тем, что в средней части вагон низкопольный. По бокам, там где расположены тележки, соответственно, уже пол высокий. Табличка вот здесь вот у нас. Не получается прикрыть. Она же вот так. Тоже не получается. Ну ладно. Екатеринбург, 71-411-03. Свежачок. Собственно, такие двухкабинные вагоны были приобретены для работы всего на одном и то сезонном маршруте. От местной площади до пляжа. Было необычно видеть раньше трамвай Т4Д двухкабинный. Это вообще какая-то экзотика. Теперь экзотика стала немножечко моложе. Не являясь фанатом гортранспорта и любителем трамвая весьма посредственным, могу сделать свои сторонние выводы, которые не запачканы грузом ностальгии по ушедшим Татрам Т3, по Готам, по Татрам Т4Д. Эргономика кайф. Одна рука на контроллере, вторая держится за ручку страха, это если на случай неровности путей. Тумблера, в принципе, такие же, и кнопки такие же, как на ласточках, на которых я работал. Он максимально информативный. Там все достаточно кондово. Включено, выключено. Кнопка тоже, чтобы ее нажать, надо прям нажать, тогда она нажмется. Сложно здесь что-то сделать случайно. Приборы большие, расположены не тесно, то есть рукой не промахнуться. Ну, ребят, ну красота, ну, привет. 21 век пришел и сюда. Можно только порадоваться. Очень необычно смотрится вагон, когда он едет вот этой кабиной вперед. У него токоприемник коленом назад и расположен в задней части вагона. Прямо здесь, на остановке Симферопольская улица, в 2014 году торжественно открыли памятник столетия Евпаторийскому трамваю. Мы сейчас на него смотрим с тыла.
Что интересно, это вагон ГОТА Б-57. Я так полагаю, это прицепной вагон, но ему смонтировали токоприемник от ГОТы Т-57 для придания, собственно, законченного вида трамвая. Вот когда-то такие вагоны массово бороздили улочки Евпатории. Представляете, какое красивое было зрелище? Старый город, архитектура, конец 19-го, начало 20 века. Многие дома являются памятниками архитектуры, и на них даже вывески не такие броские и пестрые, как в нашем столетии. И мимо всего этого великолепия, торжественно перестукивая колесами, проезжает вот такое чудо. Просто великолепно. Картинка. Повторюсь, неудивительно, что именно эти вагоны до сих пор рисуют на магнитах, которые продают туристам. Признаться, я себе сам такой прикупил. Видимо, на какие-то особые случаи его открывают, здесь замок, петли приварены. И даже есть ступенька. Самое прикольное, что если на нее встать, можно посмотреть на убранство кабины. Через мутное стекло, прям как фильтр сепия. Контроллер, смонтировали пульт управления, рычаг, дворник один. И вот такая вот сидушка с твердой спинкой. А внутри все отделано натуральным деревом. Умели же раньше делать. Тоже касается и сидений. Деревянные, речки. О, хорошо же на них было. Вообще интересное здесь место. Линия приходит и начинается и ответвление, и на разворотный круг идет. И там даже расположена диспетчерская. Ох уж этот южный колорит. Как уютно, столько зелени. Плитка, урна, все настолько сочетается, все настолько на своих местах. Наверное, это рай для транспортного фаната. Хотя настоящий транспортный фанат будет требовать ГОТу. И в принципе эта локация и удовлетворит и этот запрос. Понятно, что мы с вами не будем никого тревожить. Посмотрим только через окна. Здесь видно и бюро, и карандаши, и все что угодно. Нас уже внимание обращают. Там, наверное, графики исполненного движения ведут. Очень ответственная работа. Настоящая диспетчерская. Ну и, как всегда, там, наверное, какая-нибудь комнатка приема пищи, комната отдыха водителей. Ведь пока в вагон заходят новые пассажиры, можно пойти и кофе попить. Очень здорово, что на схеме трамвайных маршрутов указаны достопримечательности города. Вот это забота. Определенно лайк. И да, действительно, это диспетчерская Евпаторийского транспортного управления. Ну, даже что-то. Закрывайте, пожалуйста, сетку. Но мы ее даже открывать, пожалуй, не будем мешать людям работать. А еще, друзья, мы находимся где-то вот здесь, на конечной единичке. Это самый длинный маршрут Евпаторийского трамвая, который проходит и через исторический центр, и по проспекту Ленина уведет нас на более современные советские жилые окраины, где линия перестанет быть однопутной с разъездами и будет уже полноценной двухпуткой. А давайте пока вместо этого посмотрим салон современного вагона. Это уже однокабинный вагон, он имеет ту же архитектуру пола, он низкопольный в средней части и высокий пол по краям, где тележки. Естественно, немножко пропаганды, а может даже и ножка. Очень удобные ручки, эргономика, форточки классные. Но они все закрыты и открываются тяжело, потому что в вагоне работает кондиционер. Очень классно придумали с оплатой проезда. Не надо покупать никакие жетоны, никакие специальные карты. Просто платим своей банковской картой 20 рублей. Вагон 2021 года, 10 месяц. Даже года ему нет, практически нулевый. Ну и уже активированный пульт вагона выглядит как-то вот так. Надеюсь, нет отблеска, который мешает вам лицезреть это зрелище. Эргономика класс. И даже вон книга поезда трамвайного вагона. Мы сейчас в 440-м находимся. Очень удобная, роскошная кабина. А дверь закрыта, потому что там работает своя климатическая установка.
Сложно сделать какой-то обзор на трамвайный вагон, не являясь каким-то большим специалистом в этом деле. Но если вкратце, выглядит вполне достойно. По комфорту, я думаю, далеко не хуже, чем старые, те самые любимые всеми нами Татры Т3. То, что ходовка закрыта, но это может быть даже и хорошо с точки зрения безопасности. Да и выглядит он как такой цельный утюжок. Ну что, друзья, давайте от слов к делу. Настал момент нам прокатиться на этом прекрасном трамвае, а выбираем мы с вами номер 1. Первый маршрут, самый длинный на всей сети и, наверное, самый живописный. Погнали! Как видим, трамвай пользуется популярностью. Ветка идет как раз через старый город. Историческая часть, самый прям центр, где все гуляют, где отмечают праздники, старые здания, всякие кафешки. Это именно здесь. Как видите, здесь появляется особенность ветки, одна путка с разъездами, и независимо от того, будет скрещение или нет, мы съезжаем на бок, а скрещение у нас сейчас будет, вон видите, уже вагон показался, очень точно следует водителю расписанию. Видимо, это и ценят пассажиры, судя по заполненности вагона. Да, скрещение с автобусом. Стрелку на выходе мы просто взрезаем. Там, скорее всего, подпружиненный остряк. Да и вообще, на трамвайных системах взрез стрелки — это штатная эксплуатация, не что-то из ряда вон выходящее. Ну, соответственно, инфраструктура под это тоже подогнана. Остановки, которые без разъездов, ограничены вот такой вот желтой разметкой. Интересно, что здесь движение для автомобилей одностороннее, и оно направлено нам навстречу. То есть мы идем против потока. И иногда бывают моменты, когда с обеих сторон встречное движение автотранспорта. Крайне необычно такое видеть. На остановке улицы Пионерская у нас снова скрещение.
все-таки, чем не Италия. Оп, молодец, увидела. А этот нет. Водитель профессионал, миллиметровщик. Не, ну надо так наставили, а? Молодцы. Все четко. Да чего ж красиво, братцы. Картинка. Русский город надо чистить от транспорта. Что у нас там за проезд? Там уже все уплочено. Все хорошо, да? Собственно, сейчас мы едем по одной из центральных улиц города. Улица называется внезапно улица Ленина. Очень красиво здесь вписалась линия трамвая. Вот автомобильная дорога в одну сторону сквера одно направление, с другой стороны в другое. Разъезд вообще незаметный. Очень интересные урбанистические решения. Любо-дорого смотреть. Что у нас получается? Съезжаем на бок. Очень интересно. Сначала включит. Вот тот самый случай, когда скрещения нет, но вариант у нас проехать только по боковому пути. Наверное, разворачивайтесь, наши ноги отпустят. Все выходят. Да. Друзья, знаете, есть такое выражение «хам трамвайный». Вот потому что именно в трамваях все человеческое нутро особо яро вылезает. Вот сейчас кому-то жарко, кому-то холодно. И начинаются разговоры, что надо, чтобы мне все включали, я деньги заплатила. Правда, умалчиваю, что цена идет всего о 20 рублях, но требовать надо. Я смотрю тебя где-то. Кстати, ребят, зацените, а управление это сенсорное. Блокировка, разблокировка дверей производится нажатием на экран. Блин, 21 век. Круто, реально круто. Как газанули. Залезывай в вагон, особенно когда вся толпа вышла. А потому что мы торопимся на скрещение. Вот уже нас стоит, ждет встречный вагон. Блокируют двери. Здесь двери по периметру подсвечиваются красно-зеленым. Когда их блокируют. Блин, братцы, эмоций вообще куча. Система шикарная. Тем временем включили свет, дело уже к вечеру. Ярко, комфортно, уютно. А здесь какая-то мощная заброшка. Похоже, местная амбрелла. Тоже очень интересная архитектура.
очередной разъезд. Как вы можете видеть, мы уже покинули центральную часть города и потихонечку заползаем в спальные районы, в спальные окраины. Конечно, тут свой такой томный вайб. Поздний советский период. Какое-то чувство ностальгии, хотя... 60 лет ВЛКСМ. И отсюда начинается двухпутный участок. Начинается, кстати, очень красиво. С целого разворотного круга. Класс. Пути встречного направления, аки-волна огибают круг. Очень интересное решение. И здесь тоже стрелка. Прекрасно. Все, и дальше пошла двухпутка. Что это? Самолет, ракета, вертолет. Спальные окраины города Евпатория. Нравятся вот эти южные всякие элементы. Казалось бы, обычная панелька, а все равно отличается какими-то вот узорами, украшениями. Все-таки город-курорт. А мы тем временем едем дальше. До конца нам осталось не так уж и много. А что это такое? Вот это что такое? Двери откроются. Молодец. Вот это, видимо, один из самых скоростных участков. До 45 разгонялись. Двери. Состояние пути, кстати, очень хорошее. Практически не колбасит, все на уровне. Как видим, на железобетонных шпалах путь. Мое почтение. Открываешь двери. Да. Берешь мороженое. Или поесть просто. Что-то поесть. Колбасу. Деньги. Телефон. Карта. Берешь карту. Сумку. Берешь сумку. Дальше. Что нет, ты проболтался? Выходим. Все, въехали в спальные окраины. Этот пейзаж не особо отличается от пейзажа других городов. Что сказать как пассажиру? Да все устраивает. Светло, достаточно прохладно, комфортно, не трясет, не гремит. Благодать. Хотя, как я слышал от некоторых водителей, вагоны реально просто ведра с болтами. Ненадежные, сырые, все какое-то ломучее, все отламывается. Короче, говорят, хрень полная. Татры были лучше, а готы так это вообще недостижимый идеал. И лучше бы в них начинку поменяли и сделали бы все нормально. Ну, так что истина находится, как всегда, где-то посередине. Подъезжаем к конечной. Заканчивается уже совсем промышленными пейзажами. Сорян, что трясет, но потому что трясет. Селки, производство, автоколонны, недострои, краны. Ну, все по классике. В этом плане курорт никак не отличается от любого другого города. А вот мы прибыли на конечную. Вагон будет разворачиваться, а нам придется покинуть салон.
так и выглядит система евпаторийского трамвая. Не все маршруты посмотрели, оставил кое-что на десерт и вам. Так что приезжайте, путешествуйте, смотрите. А еще сохраняйте благоразумие и будьте здоровы. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.